Друзья, всем привет! Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Поставьте плюсики, если все хорошо, чтобы мы могли начать и у нас не было никаких сбоев. По громкости как? Не перебивает ли меня музыка? Все ли в порядке? Нету лагов? Жду от вас плюсики, и мы приступаем. Так, вижу плюсики. Спасибо большое. Опять забыл включить минимальную задержку на стриме, поэтому не удивляйтесь, что я на ваши вопросы буду чуть с запозданием отвечать, потому что задержка будет секунд 30, может быть, секунд 40, вот так вот где-то. Попробую сегодня уложиться хоть раз в жизни стрим в минут 30-40. Не уверен, что у меня все это получится, но попробую. Эта вкладочка нам больше не нужна. Вообще, о чем я сегодня хотел с вами поговорить, это тема достаточно, на самом деле, объемная. Сейчас у нас на рынке есть небольшой отскок, и в связи с этим, собственно, некоторые NFT-игры все-таки вышли, которые планировали выходить осенью, да, и некоторые игры какой-то результат сейчас показывают, и вообще я посмотрел по всем метрикам, по всем аналитическим данным, то, что вот этот небольшой отскок вдохнул в NFT-сферу новую жизнь, можно сказать, она немножко так очухалась, да, и что-то сейчас уже есть, где можно там потыкать, что-то позарабатывать. Это что означает? Это самое важное не то, что сейчас мы можем заработать какие-то деньги, а это означает то, что в бычьем цикле, скорее всего, play-to-earn игры и сфера NFT расцветет точно так же, как и вся крипта, и мы сможем продолжать здесь хорошо зарабатывать, потому что в первую очередь я переживал на самом деле именно музыки нету. Как это музыки нету? Да, действительно, музыки нету. Спасибо большое, что написал Александр. Теперь есть. Надеюсь, сейчас все в порядке. Собственно, я переживал за то, что Play to Earn может умереть с концами, что эта медвежка ее может убить, но сейчас я понимаю, что в действительности все у нас будет хорошо, как только крипта расцветет и будет бычий цикл, Play to Earn точно так же будет расцветать, будет приносить деньги, будет интересно и все в этом духе, поэтому я сейчас на 97% уверен, что у нас будет все просто замечательно, как только мы начнем бычий цикл, да, скажем так. Что сегодня мы обсудим на стриме, это те игры, которые мне сейчас больше всего интересны, зацепили мой взгляд, и, возможно, они смогут дать нам на вот этом вот небольшом отскоке какой-то профит, и вообще они на самом деле в какой-то степени даже могут быть вам интересны. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо какого-то проекта, людей не будет, сегодня будет немного, в воскресенье, стрим у нас не очень длинный, можете написать, я быстренько посмотрю, возможно, возьму на карандаш, а возможно, если я видел уже этот проект, я смогу дать вам свое мнение касаемо его. Приветствую, запись будет. Да, Юрий, запись будет. Все стримы остаются в записи. Если какой-то стрим будет без записи, я обычно заранее об этом говорю, поэтому на этот счет не переживайте. Поставьте лайк, если вам это не сложно. Это секунда вашего времени, а для меня это огромная мотивация. Итак, давайте перейдем. Во-первых, ВАКС у нас отскочил. Наконец-то мы пробили вот это вот потолок, да, в 10 центов. Это очень хорошо. И еще очень важное объявление, ребята, я надеюсь, я говорю это вообще в начале стрима, чтобы те люди, которые смотрели в записи, обратили на это внимание. Обязательно посмотрите мой следующий ролик, который выйдет у меня на ютубе. Он очень важный, особенно для ребят, скажем так, старичков, или для тех ребят, у которых есть деньги, и особенно для тех, у кого есть накопление в виде вакса. Если вы помните, в своем Яндекс.Дзене я писал вам для вас, господи, Яндекс.Дзен. Я писал для вас статью, в которой рассказывал про пассивный заработок на ваксе. Да? Если у вас есть монетки вакс, то вы можете дополнительно получать их еще в большем количестве. Вам для этого ничего не нужно делать. Я здесь описал все способы, которые на данный момент и на тот момент были актуальны, и на данный момент тоже. Сейчас есть еще один способ заработать пассивно ваксы. Естественно, там АПР в этом способе будет намного больше. То есть процент полученных монет вакс будет намного больше, и зарабатывать вы сможете тоже больше. Но
тут нужно понимать, что важен и объем, да, если у вас будет много ваксов, то вы сможете заработать много. Если будет не очень много ваксов, то, соответственно, заработок будет тоже пропорционален вашему объему. Я сниму отдельное видео про это все, я сейчас сам все это буду тестировать, более глубоко в это погружаться и сниму отдельный ролик, как можно пассивно заработать вакс еще в большем объеме, нежели я описал вот в этой статье. Кто не читал, особенно новички, обязательно почитайте, вам это будет мега полезно, потому что, ну, это буквально тыкнуть там, я не знаю, 3 кнопки, да, вот нам нужно зайти вот сюда вот, проголосовать, так, давайте я подключусь к ваксу, проголосовать и все, да, это раз в неделю мы делаем, и у нас здесь будут награды в виде ваксов, вот вы видите, 30 ваксов, 8 ваксов, то есть это пассивный заработок вакса, который я описывал в этой статье, а также описывал еще, как можно дополнительно получать его на Binance. Новый способ, он требует чуть больше технической сноровки, скажем так, от пользователя, да, то есть вам нужно будет чуть больше знаний блокчейна, но, опять же, для новичков я все разжую, чтобы вам это было понятно, и чтобы, если даже у вас нету каких-то знаний, вы смогли это повторить, сделать и пассивно зарабатывать ваксы в течение месяца, абсолютно ничего не делая. Поэтому это очень важно. Посмотрите следующее видео, которое будет у меня на канале. Далее, о чем еще хотел поговорить. Проекты, да, давайте перейдем сразу к ним. Как я уже говорил, не хочу, чтобы стрим затягивался слишком долго. Значит, проект, который зацепил меня. Опять же, мы пока от вакса не отходим. Проект на ваксе называется gen-e.io. Да, чем меня этот проект зацепил, так это тем, что это уже полноценная, ну, даже не практически, а прям полноценная игра на блокчейне и на нашем любимом блокчейне. Это вакс, да, давайте подключимся сюда. Что-то меня все время выбивает с кошельков. Значит, PlayForge, да, что это за игра? Сейчас я покажу вам скриншоты, и вы, возможно, даже ахнете. Посмотрите, это будет шутер на ваксе, ребят, на ваксе посмотрите. То есть все полноценно. Возможно, это будет какая-то королевская битва. Тут мы видим, что у нас здесь есть оружие. Скорее всего, мы его сможем покупать, как-то улучшать. Здесь будут различные карты, мы сможем с вами бегать. Возможно, создать какую-то команду и, допустим, со зрителями между собой повоевать, да. То есть это полноценный шутер а-ля Valorant, возможно, а-ля CSGO, возможно, а-ля Apex или Fortnite. Это мы будем уже узнавать в процессе. Очень интересный проект, зацепил меня именно своим геймплеем, конечно же. Здесь нам обещают то, что у нас будет табличка, да, то есть таблица турнирная, ну не турнирная, скажем так, статистическая. Можно будет посмотреть ваш винрейт, сколько вы там, у вас хедшотов и так далее. То есть действительно очень такой мощный, интересный проект на ваксе. Опять же повторюсь, что достаточно необычно. Ну, в основном такие проекты делают либо на полигоне, либо на Binance Smart Chain, либо на Hive, либо еще где-то, но не на ваксе. И в прошлом стриме я вам говорил, что есть один шутер есть, и это не этот шутер, да, там больше такая инди-игра от любительских разработчиков, которые просто пробуют свои силы, но она тоже интересна. Я рассказывал вам, что там нужно ходить убивать зомби. Здесь видно, что уровень, ну, намного выше. Возможно, графика, да, немножко отстает, но согласитесь, что мы играем в шутеры не всегда ради графики, а больше ради эмоций, которые они приносят. А тут еще все это дело будет на блокчейне, в соревновательном режиме, на ваксе. Мы сможем здесь зарабатывать, получать удовольствие. В общем, я думаю, что эта тема может хайпануть, и поэтому делюсь ею с вами, потому что совершенно недавно узнал о ней, да, и сразу ну, готов с вами, собственно, поделиться. Также, что еще важно, сейчас в этой игре есть, это опять же не реклама какая-то, никто мне не платил, никто со мной не связывался и так далее, есть раздача NFT, в общем, обычный конкурс, Glim, вы можете в нем поучаствовать, для этого вам нужно будет перейти в Discord Вакса, и там во вкладке Giveaway есть вкладочка, в которой вы можете, собственно, поучаствовать в конкурсе для того, чтобы получить NFT-шки этого проекта. По-моему, если я не ошибаюсь, здесь уже можно играть. Если я не ошибаюсь. Давайте в конце стрима мы попробуем сюда зайти и посмотреть, пустит нас в эту игру или нет. Но чтобы не быть голословным, давайте я сейчас зайду в Discord. Что-то я об этом, если честно, заранее не подумал. Ссылочку оставить вам на этот giveaway. Да, я думаю, для каждого из вас будет полезно. Возможно, кто-то из вас победит, заберет. Опять же, я не знаю, там есть рефералка или нет. Давайте посмотрим. Если есть рефералка, то я, ну уж свою тогда дам, если вы не против. А если против, просто сотрете реферальный код и все.
Так, вот здесь кошельки. Да, здесь есть какая-то рефералка. А как ее получить? Ой, нет, давайте зайдем в Wax. Сейчас я скину вам ее в чатик, и вы можете перейти. Так. Follow, tweet, join. Но это я сделал. Блин, а кто видит рефералочку-то здесь? Нет, это не то. Вход. Subscribe, follow to like to follow NFT game. Не знаю, что-то я не вижу. Ну, короче, ладно, я скину вам так. Черт с ней, с этой рефералкой. В общем, зайдите. Возможно, повезет. Заберете NFT-шку какую-нибудь. Может быть, она что-то будет даже стоить. Вот, пожалуйста, кидаю вам в чат. Пользуйтесь. Не знаю, если кто-то найдет, как здесь рефералку найти, просто я ее не вижу, если честно. Вот прям не вижу. Твитнуть, присоединиться, подписаться, поставить лайк нам в Фейсбуке. Нужно все это сделать, чтобы разблокировать остальное. Ну ладно, это сейчас я не буду этим заниматься, черт с ним. Пользуйтесь так. Надеюсь, что кто-то из вас выиграет. Будет приятно, если кто-то с моего канала получит какую-то NFT-шку. Тут есть инвентарь, да, можно, в общем, посмотреть, что у вас лежит. NFT-шки уже есть на Atomic Hub. Опять же, заходите на Atomic Hub, вводите, она называется Арена. Сейчас я вам покажу, тоже не сразу нашел. Арена Forge Gen, вот. Forge.gen. Вот здесь у нас оружие, да, вот это оружие стоит $1. $1 оно стоит, 9 ваксов сейчас. На фоне того, что вакс сейчас стоит не очень много, можно этим пользоваться, да. Так, это что у нас такое? Можно этим пользоваться. И еще вот к тому, что я говорил в самом начале стрима, то, что следующее видео будет про пассивный заработок вакса, на фоне того, что вакс сейчас стоит, очень мало, это очень большой потенциал, потому что вы будете на своих ваксах зарабатывать пассивно либо вакс, либо эфир, и потом еще, так как мы находимся на медвежке, и ваши и ваксы, и эфиры, они могут вырасти, то есть вы заберете x2, x3, x4 просто на фоне того, что курс будет расти, а помимо этого вам еще и будут начислять различные токены, поэтому еще раз повторюсь, обязательно посмотрите следующее видео, обязательно. Так, все ясно, я вспомнил, что это. Так, с этим разобрались. Дальше идем. Буквально сегодня или вчера один из зрителей написал мне, что я думаю по поводу этого проекта, и как раз 2 дня назад я его изучал. Проект называется Dragoma.io. Интересный проект, по моему мнению, тоже, вы видите, что выглядит очень классно, да, немножко напоминает, вспомнят олды, Spyro, помните, был на PlayStation 1 такая игра, где мы дракончиком бегали, тоже собирали там монетки, прыгали, бегали, вот что-то похожее, только все это дело на блокчейне. Что мне здесь нравится и что мне здесь не нравится? Очень нравится идея, очень нравится задумка и очень нравится реализация. Что мне не нравится, токен уже помпанул. И заходить сейчас, вот это большой вопрос, да, DMA здесь токен называется. Вот, Dragoma. В общем-то, смотрите сами, да, что здесь было совсем недавно, да, в июле, в августе, и что сейчас. То есть непонятно, что ждать дальше нам от этого токена. Либо он сольется, и мы сможем зайти по адекватной цене, либо он полетит дальше и будет там стоить 10, 15, 20 долларов. Не могу сейчас спрогнозировать как-то это, потому что, вот такие вот пампы, их очень сложно спрогнозировать и очень сложно сказать, что будет дальше. Очевидно, что это было на каких-то новостях, возможно, какая-то линия маркетинга сильная, либо они запустились и после этого там разблокировали какой-то режим, после этого токен поднялся так сильно. Не могу ответить вам на этот вопрос. Изучаю проект в данный момент, и мне нужно буквально 2-3 дня, чтобы сформировать свое мнение и сказать, буду ли я сюда заходить сейчас, или я буду ждать какой-то коррекции и буду заходить позже. Сейчас я бы не спешил. Не спешил бы. Лучше уж, если заходить, то в подтвержденный какой-то тренд.
чем зайти, да, там поспешить, и потом еще все это дело упадет, и мы будем сидеть с окупом намного больше, чем он был изначально. Но проект мне очень сильно симпатизирует, особенно то, что он есть на мобильное устройство. Собственно, вы знаете, я в последнее время вам часто об этом говорю, то, что мне очень привлекают игры, которые есть на мобильное устройство, поэтому, ну, вот такое вот мнение. Не будем сегодня погружаться более детально в эти проекты, потому что, скорее всего, если я сюда буду заходить, я сниму, конечно же, отдельное видео на свой YouTube-канал, но сказать вам об этом на стриме считаю достаточно важным, чтобы вы также смогли следить за этими проектами, возможно, изучить их раньше меня, сформировать какое-то мнение и уже потом принимать решение о том, чтобы входить или не входить в эту игру. На новый уровень, и вы видите это буквально сами своими глазами. Буквально 3-4 месяца назад мы с вами играли в какие-то игры-кликалки, да, где просто нужно зайти, кликнуть, там, отправить какую-то свою армию и так далее. А сейчас мы видим уже такие полноценные и шутеры, и MMORPG, и какие-то стратегии. В общем, все это дело развивается, и это еще развивается на медвежке. Представьте, что будет, когда будет у нас бычий рынок, все вообще сильно помпанет. Я, если честно, очень сильно замотивирован, предвкушаю все это дело и надеюсь, что вы испытываете те же эмоции. На самом деле. Привет, очень интересно узнать твое мнение про новую Play to Earn игру Идеалюка. Посмотрим, хорошо. Рео Магнат, что думаешь, рассматривал, мне кажется, уже немножко поздновато интересоваться Магнатом. Я смотрел эту игру, когда ее еще стримили на Твиче. Гео в Пикастер заходить еще актуально? Я думаю, да, актуально. Такие игры турнирные, Era 7, Splinterlands, Пикастер, Gods Uncharted, они ПВУ тот же, да, они будут актуальны и по сей день. Тут вопрос просто, сколько вы будете уделять времени этому проекту, и если вы готовы, вам нравится эта игра, то 100% зайти сюда не будет никакой ошибкой, я в этом более чем уверен. Zombland следишь, что можешь сказать? Zombland, слушай, слежу, но по большей части читаю их Discord, все время мне присылают какие-то там уведомления, приходится заходить читать, слежу, но вот как-то они, мне кажется, им не хватает маркетинга. И они будто не понимают, что у них не так. Вот действительно, будто не понимают. Я не знаю, в чем проблема, если это серьезный проект, взять и загрузить какую-то энную сумму денег в маркетинг для того, чтобы распампить сейчас это. Но опять же, все, скорее всего, упирается в медвежку, и люди просто не хотят тратить свои деньги на медвежьем рынке, потому что они не получат никогда такую отдачу на медвежьем рынке, как они могли бы получить на бычьем рынке с меньшими суммами, да. Поэтому, по большей части, сейчас проекты находятся в такой стагнации, и разработчики стараются их поддерживать на минимальном уровне, минимально вкладывать туда деньги, а когда только крипта будет отбиваться, будет заходной импульс на бычий рынок, вот тогда уже они будут вкладывать большие деньги, и тогда мы с вами будем получать большие иксы. И именно с этим и связано то, что Play to Earn сфера на данный момент немножко угасла, потому что просто разработчики не вкладываются так, как они вкладывались на бычьем рынке. И их можно понять. Согласитесь, что если у вас бизнес приносил там 200 тысяч рублей в месяц, а сейчас он приносит 50 тысяч рублей в месяц, и вы знаете, что если вы вложите в него большую сумму денег, вы не выйдете на тот доход, который был раньше, но, скорее всего, вы этого делать не будете. Особенно с тем знанием, что рано или поздно начнется бычка, и вы снова сможете выйти на тот доход. Ваша задача будет просто этот бизнес поддерживать и делать так, чтобы он просто не умер. А когда будет возможность, вы этой возможностью воспользуетесь и вернетесь на тот доход, который у вас был, а возможно, его еще и приумножите. И это абсолютно понятная схема, я думаю, и для вас, и для меня, и для многих других криптоэнтузиастов это все достаточно понятно, и я не понимаю тех людей, которые сейчас ноют по поводу того, что вот, все там умирает, все загибается. Ну, посмотрите, откройте рыночные циклы и гляньте, как все это развивалось в течение, там, не знаю, 10-12 лет, и вы примерно все сможете понять, если вы, конечно, ну, не совсем глупый человек. Так. Дальше. Следующий проект, о котором хотел бы поговорить. Mobex. У меня было видео на канале еще очень-очень-очень давно, ребята, вы даже не представляете, как давно, когда об этом проекте знало еще достаточно мало людей, и когда в Ютубе не было особо видео
что такое Mobox, я уже тогда снял об этом проекте свое первое видео, и я много раз говорил вам то, что сейчас Mobox представляет из себя, и то, что он представлял из себя раньше, это два абсолютно разных проекта. Он шагнул просто супер сильно вперед, и это, ну, вообще нельзя сравнивать. Это две буквально разные игры. Это как сравнить, я не знаю, Жигули и Теслу. Вот это Mobox был Жигули, стал сейчас Теслой. Очень интересный проект, очень много различных здесь функций, возможностей. Ребята очень хорошо развиваются, и я бы не стал об этом проекте говорить, если бы не одно но. Еще раз повторюсь, мы сейчас находимся на медвежке. Токен Мобокса достаточно сильно просел, но я точно знаю, что токеном Мобоксом интересуются различные трейдеры и спекулируют на нем. А это означает то, что на бычьем рынке, скорее всего, его будут поднимать вверх и его цена будет увеличиваться. И это означает, что если мы сейчас зайдем в этот проект, нафармим токены Мобокс и удержим их определенный период времени до бычьего рынка, то на бычьем рынке эти токены дадут нам большие иксы. Ну, я не знаю, что для вас большие иксы, дадут иксы, короче. И поэтому сейчас возможно сюда зайти, сделать какой-то капитал из этих токенов и просто их удерживать. Это как такой небольшой кейс, который может сработать, а может и нет. Но я больше отдаю то, что он сработает. Где-то, не знаю, 70% я отдаю на то, что, скорее всего, так и случится, что сейчас можно здесь пофармить какие-то токены, я имею в виду токены Mbox, да, и потом просто они поднимутся в цене, и вы сможете их зафиксировать. И это отличный вариант для того, чтобы сейчас войти. Во-первых, вход будет не такой дорогой, как он был на бычьем рынке, а иксы будут такие же, скорее всего, какие они были на бычьем рынке. То есть вот такая вот задумка. Ну, такое можно проворачивать на самом деле со многими сейчас проектами, которые фундаментальные и которые переживут медвежку. Об этом я вам говорил в своем прошлом видео. Посмотрите, пожалуйста, оно называется NFT игры на медвежьем рынке. Все игры из этого списка, они скорее всего переживут медвежку, и можно провернуть такой же кейс с этими проектами. Если вам Mobox не интересен, вы то же самое можете сделать с каким-то из проектов, о которых я говорил в том видео, которое есть у меня на канале. Кто не смотрел, посмотрите, поставьте лайк, буду вам благодарен. То есть просто наша задача: мы заходим в игру, фармим токены и не фиксируемся. Мы не фиксируемся, мы ждем, когда они отрастут на бычьем рынке. Мы знаем, что биткоин упал, эфир упал, сейчас у нас небольшой отскок, возможно, мы упадем еще ниже, и потом уже глобальный бычий цикл, когда он будет, сказать сложно, ожидается дно в конце 2022 года, в декабре. Скорее всего, это будет максимальный пик дна, когда можно будет закупиться и докупиться какими-то токенами, и весь этот период я бы фармил в этих проектах, и, соответственно, скорее всего, буду так делать, буду просто фармить, удерживать, и потом уже, когда все это дело помпанет, я не знаю, когда, там, через год, через полтора, через два, неважно, мне это не принципиально, я не стремлюсь заработать здесь и сейчас, для заработка здесь и сейчас я знаю, что нужно делать, и снимаю об этом видео. Это, скажем так, заработок на долгосрок, да, вы вкладываете свое время и какие-то свои деньги для того, чтобы в будущем получить больше иксы, нежели сейчас вы можете зафиксировать какие-то токены. Ахаха, Мазискам, а в игры, которые ты играешь, норм? Если тебе не нравятся игры, в которые я играю, не играй в них. Я делаю свой вывод из того, что мне нравится проект или нет, вижу я в нем потенциал или нет. Когда-то я оказываюсь прав, когда-то нет. Спросили мое мнение, я на него ответил. А ты давай, до свидания отсюда. Так, Knight of Katana Norm играл в закрытую бетку? Нет, не играл, к сожалению, не играл. Сколько сейчас можно зарабатывать в ERA7 в день колодой за $500? Слушай, я думаю, тебе с этим вопросом лучше обратиться к Санте. У меня есть видео на канале, это Санта, паренек, который полноценно играет в ERA7, собирает колоды по 1000, по $1500 и залетает в рейтинге, зарабатывает себе этим там на хлеб. В общем, к нему лучше обратиться с таким вопросом. Есть видео на канале, я думаю, вам не составит труда его найти, и в описании к этому ролику есть все ссылки на YouTube канал Санты, на его телеграм-канал и так далее. Если ты ему задашь этот вопрос, я думаю, он тебе ответит, и он будет более компетентен, чем я.
Начиная от какого банка имеет смысл заниматься стейкингом вакса? С любого. С любого. Если тебе ваксы в какой-то момент... Ну вот, допустим, у меня ваксы лежат. Но, опять же, я эту тему каждый стрим поднимаю. Вот у меня сейчас 913 ваксов, да. У меня было сейчас 8000 ваксов. Буквально перед этим я тестировал, ну, вот эту фишку, о которой я расскажу в следующем видео. 1000 ваксов я выделил туда для того, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть. $1000 у меня здесь в ваксах. И застейкано сейчас у меня 28 тысяч ваксов. И на хобби у меня лежит еще около 200 тысяч ваксов. Все эти ваксы, все эти 200, там получается 230-250 тысяч ваксов, я, скорее всего, буду стейкать не так, как я их стейкаю сейчас, а так, как я расскажу в следующем видео. Потому что там АПР будет значительно больше. Максимальный АПР вот в том месте, о котором я хочу вам рассказать, был около 150%. То есть 150% годовых вы могли получать за стейкинг ваксов. Если мы сейчас посмотрим, да, сколько, допустим, это в денежном эквиваленте, допустим, исходя из того, что у меня, кстати, посмотрите, да, как манипулируют сильно. Исходя из того, что у меня находится в ваксах, допустим, 230 тысяч ваксов, да, на данный момент это 26 тысяч долларов. 26 тысяч долларов. Так, нам нужно это 100 умножить на 150, разделить на 100 и разделить на 12. Это что-то я неправильно, наверное, посчитал. Наверное. У меня здесь слишком большая сумма вышла. Ну, короче, просто 26 тысяч долларов под 115-150 процентов годовых. Посчитай, сколько это будет входить в месяц. Это будет достаточно хорошая сумма. Достаточно хорошая. Посмотрите, как за 24 часа кошмар просто. Как он скачет, но очевидно здесь какие-то манипуляции. Если честно, мне это пока не очень нравится. Ну ладно. Вот, и это с учетом того, что мы сейчас обсуждаем вакс по самой низкой цене, которая, в принципе, на данный момент есть, да. Если мы возьмем то, что, ну, мои ожидания, то, что мы увидим вакс по 0.35-0.45, то просто подумай, какие это иксы и какие это деньги. Это, ну, огромная сумма денег, которая будет приходить тебе на кошелек просто на пассиве, и если ты дотерпишь и удержишь это все до бычьего рынка, то это будет, ну, просто очень круто. Я просто сам хочу затестировать этот кейс, да, ну, выделю там, допустим, 20-25 тысяч долларов, собственно, как у меня есть ваксов, да, и посмотрим, что из этого всего получится. Опять же, более подробно обо всем этом расскажу в своем следующем видео. Как твоя ферма в Rollercoin поживает? Слушай, блин, знаешь, проблема в том, что, я не знаю, можно попробовать зайти. Я, короче, по-моему, я забыл пароль от этого всего. Я даже не помню, на какую почту у меня здесь все это сделано. Если я сейчас вспомню пароль, просто я, если честно, давно сюда очень не заходил, по причине того, что я просто не мог вспомнить пароль. Вот, реально, я не знаю. Все время какие-то проблемы с тем, чтобы войти в Rollercoin. О, зашел, отлично. Отлично. Ну вот, собственно, посмотрим сейчас. Опять же, повторюсь, какие у меня мысли, да, насчет Rollercoin. Моя стратегия заключается в том, что я сейчас не вывожу деньги. Моя задача максимально накопить все эти майнинг-машины, и все эти майнинг-машины я вкладываю в RLT, да, то есть я майню вот этот вот коин, Rollercoin, на который я снова смогу закупить все эти машины. Я хочу сделать несколько комнат, 2, 3, 4 комнат, и уже потом смотреть, сколько с этого у меня получится зарабатывать. Ну, собственно, вот у меня сейчас, тут я очень давно, ребят, не заходил, у меня здесь, видите, накопилась, ну, огромная туча этих коинов, и давайте сейчас мы, ну вот, купим, yes, давай, покупаю еще одну. Так, 38 мы еще можем купить. Что у нас по 38 здесь? Самое нормальное. Вот это, по-моему. Мы возьмем вот эту одну. Сколько у нас осталось? 14. И так, 14. Здесь особо вариантов нету. Да. Все, мы сейчас это все дело выставим. Блин, а мне места еще не хватит.
Ладно, сейчас сообразим что-нибудь. И нужно сыграть же игры. Вот я в игры, бывает, я здесь прям, ну, целыми днями бывало сидел, играл в эти игры для того, чтобы увеличить количество хэшпауэра, да, но бывало, я сюда не заходил, и вот, ну, честно скажу, последний месяц я сюда очень давно не заходил, короче. Так, надо забрать здесь. Ну, давайте сыграем в одну игру какую-нибудь. Я люблю вот играть вот в этот самолетик. Короче, я здесь играю в 3-4 игры постоянно. Просто увеличиваю уровень сложности этих игр для того, чтобы повышать хэш-пауэр, повышать уровень компьютера и так далее. Ребят, кто не знает, что такое роллеркоин, у меня есть видео на канале об этом проекте. Там есть и ссылки все на проект. Я рассказывал, в чем суть этого проекта. В общем, посмотрите. По-моему, видео называется «Игры с бесплатным входом» или «Топ игр с бесплатным входом». Там я рассказал все игры, в которые можно зайти абсолютно бесплатно, и рассказал в том числе, что такое роллеркоин, как здесь можно заработать, что это игра на долгосрок и так далее. Если вы не слышали о ней, то посмотрите это видео. Опять же, практически все, о чем я говорю на стримах, это я повторяюсь. Давайте, ну, сыграем еще в одну. Немножко еще повысим. Что-то я сбился с мысли, что... О чем я говорил, напомните. Зайди в корзинку. Вот тут мотиватор пишет, что я что-то неправильно делаю. Ну, ребят, сори, я вот... стоит понимать, что я не сижу нон-стопом вот в этих бесплатных играх, потому что, ну, очевидно, я здесь не смогу заработать столько, сколько я зарабатываю, когда вкладываю какие-то деньги. Поэтому я их больше на второй план. Вот когда мне бывает так, что делать нечего, я там захожу по списочку в те игры, которые... Ну, вот у меня там... В которых я нахожусь, да, в которых можно что-то поделать, чтобы как-то повысить возможность своего заработка. Вот. Поэтому так углубленно прям изучать, чтобы там все знать. На майнере неделю назад была скидка 50%. Ну вот если бы мне кто-то написал, я бы зашел бы, и я бы, конечно, здесь закупился. Мне здесь чуть-чуть осталось, чтобы забить эту комнату. Раз, два, три, 4 мне полки нужно. 4,5 полки мне нужно забить, и можно будет делать уже вторую комнату. Вот. Единственное, что, конечно, нужно силы найти для себя, для того, чтобы постоянно заходить и обновлять компьютер, потому что вот с этим маленьким компьютером, конечно, ну, проблем много. Каждый день заходить — это такое себе. Лучше уж один день потратить, там, не знаю, выделить полчаса, час на то, чтобы набить себе и взять нормальный компьютер, и уже потом спокойно не париться, несколько дней сюда не заходить, чтобы оно все фармилось. Вот, собственно. Надо будет вторую комнату еще купить, конечно. Но пока просто забьем вот все, что есть. Все, что есть. Поэтому вот так вот. Sunflower Land RIP. Ребята, много раз вам об этом говорил. Для меня это мертворожденная игра. Я в нее не заходил изначально. Объяснял много раз почему. Я вам заранее говорил, то, что токены сразу обвалятся. То, что продажа NFT это не очень такая себе тема. Есть люди, у которых есть огромные фермы. Я знаю лично людей, у которых там ферма 200 аккаунтов, 250 аккаунтов, которые все это ставят на дедики, на бота, и все это фармится. Но такое себе. Доход, конечно, там падает. Я не любитель прям делать вот такие вот огромные фермы. Вообще, все, что связано с фермами, я делал себе ферму под ПВУ, я делал себе ферму под Crypto Blades, и еще под какие-то два проекта, я помню, я делал себе фермы. Вот, это все, что я делал. Поэтому вот это вот заниматься абузом для меня это, ну, если честно, очень сильно напрягает. Я как-то пытался все это делать, но я просто это слишком быстро бросаю, и мне это мало интересно, скажем так. Так, какой сейчас доход в игре ПВУ? Слушай, на этот вопрос мне достаточно сложно ответить. Это нужно искать людей, которые в нем сидят. Потому что ПВУ то, в которой я участвовал, и ПВУ то, которое сейчас, это два разных проекта. И я какое-то время играл в, ну, вот этом PvE режиме, когда мы должны защищаться от монстров, и мне очень нравился геймплей, но спустя 150-200 игр, если честно, я очень сильно от нее устал. Вот прям я в этом плане немножко выгорел, да, потому что устал именно от однообразного геймплея и, ну, переключился на какие-то более интересные проекты, поэтому я в него давно не заходил. Стоит, наверное, если тебя интересует этот вопрос,
зайти в ПВУ в Телеграм, найти какой-то русскоязычный чатик и поинтересоваться у ребят, как там дела обстоят. Я думаю, они тебе с большей компетенцией и с большей точностью ответят, нежели это сделаю я. Потому что если ты меня спросишь, и мне прям нужно будет ответить, то я просто тыкну пальцем в небо, и, скорее всего, это будет неправильно. Гео, привет, что думаешь про обновление по R7? Слушай, я вот по R7, я в него играю каждый день. Каждый день с утра я захожу, играю, но руки до обновления еще не дошли, потому что сейчас на самом деле голова кипит. Вот много проектов, которые мне интересны, новые. И за обновлением R7 я особо не следил, потому что, я здесь просто играю. Просто играю, вы видите, да, то, что... совсем недавно я заходил, даже еще 4 матча не успели обновиться, только 3 матча. Играю, ранг у меня такой себе не очень большой, но мне просто нравится сама игра. Сама игра мне симпатизирует. 957 я сейчас по топу. В топ-1000 я сейчас вхожу. В топ-1000 вот в этой лиге, да, небольшой какой-то. Давайте, кстати, сегодня, кстати, наконец-таки мне вышла вот эта вот NFT-шка. Вот это NFT и этот прист. Где этот? Где он? Вот он. Наконец-то я ее выбил себе. Сумонил сегодня. Последние мне там осталось 2-3 NFT-шки засумонить. Сумонил их и выпадает. Я прям очень обрадовался. Я даже какое-то время перестал играть декой через лед и начал играть топор плюс меч. Вот сейчас я ею в основном играю. Но так как сейчас выпало... Так как сейчас выпали NFT-шки, которые я ждал, то, наверное, я буду возвращаться на лед. Потому что здесь, посмотрите, здесь просто, красота. У меня здесь одни легендарки. Здесь можно так тащить ими. И вот, я думаю, собрать лед и... Где? Да. И вот это вот. И топор. Потому что здесь тоже очень классная NFT-шка у меня есть. Единственное, что мне не нравится, то, что вот у меня не прокачано вот это вот. 2 дамага. По линии очень мало, нужно минимум 3, а то и 4. Тогда можно будет воевать против каких-то дек, которые призывают, там, знаете, есть NFT-шки, которые призывают там скелетиков, там еще кого-то, вот типа вот такой вот NFT-шки, вот этой. Она все время призывает всяких других. 2-1 Security Guard, да. И бывает очень сложно, если у тебя нету массового урона, с ними сражаться. А тут у меня проблема в том, что они очень мало... я думаю, вы поняли. Что эта штука очень мало урона наносит, и она не убивает всех сразу. Также есть недельные офферы, они выгоднее гораздо, чем в магазине. Не, это я знаю. Привет, что думаешь о игре Real Magnat? Уже говорил в начале. Так, я пишу, а ты молчишь. Что здесь я не списал? Привет, я спрашивал, есть сайт как RollerCoin, только чтобы было побольше игр, я таких не знаю. Сори, не знаю. Не подскажу. Если кто-то знает, напишите, мне тоже будет интересно, ребят. Может видео, Valiant Worlds обнова вышла на добычу NFT поинтов, и можно сейчас по 30-40 баксов в месяц майнить, но это по нынешней цене инструментов. Слушай, Alien Worlds я не заходил миллиард лет. Вот честно. Если честно, мне даже стыдно немножко, потому что все-таки я начинал с этого проекта, все. Но очень давно я туда не заходил, не интересовался, как у них дела. Я знаю, там у них и коллаборации всякие были, но я не знаю, ребят. Я много раз вам говорил то, что мне интересны игры именно с токеном. Я должен, понимаете... Я хорошо разбираюсь, для себя, я считаю так, что я хорошо разбираюсь в тех играх, в которых есть заработок именно на токене. Если заработок строится на продаже NFT, то обычно в этих играх я по большей части теряю деньги. Поэтому я сделал для себя такую оптимальную стратегию и оптимальный вывод, то что мне лучше и выгоднее заходить в те проекты, где профит строится именно на продаже токенов, на майне и на продаже токенов. Вот это то, в чем мне комфортно, я здесь как рыба в воде, меня все устраивает, а там, где нужно продавать NFT, у меня все время какие-то проблемы возникают, я сколько не пытался, какие-то проблемы, я не знаю, с чем они связаны.
И я решил, что лучше я буду тратить время на то, что мне приносит деньги, чем пытаться разобраться в том, что мне не приносит деньги. И по большей части еще забирает деньги. Поэтому, ну, АТЛМ мы видим, что он стоит очень-очень мало. Очевидно, здесь можно сделать какие-то фермы хорошие, да, и объем продаж здесь впечатляет, но, наверное, этим заниматься я не буду. Тем не менее, бот под Alien Worlds есть. Если кому-то интересен он, то пишите мне в личку, дам вам контакты человека, которым им занимается. Вообще, по поводу бота пишите. Под Bomb Crypto 2, Bomb Crypto 1, Sunflower, да, тоже есть бот. Alien Worlds, Farmers World. Все фармилки на ваксы, под них тоже есть бот. Все качественно, пишите, я вам дам контакт человека, сможете купить. Гео, пройди компании, там вроде есть метеорит, как раз можешь качнуть до его второго лова. Слушай, надо посмотреть. Я компании, если честно, давно не заходил, потому что я под... Слушай, я вообще давно сюда не заходил. Здесь реально нужно посмотреть, что здесь можно качнуть. Так. Но мне далеко, наверное, до этого. Вот я бы качнул цветы, вот до цветов мне нужно дойти. Потому что цветами я сейчас играю. А тут даже мне посмотреть нельзя. Но надо проходить, да. Хорошо, что ты напомнил. Надо действительно походить в компании. Вот еще в экспедиции тоже меня очень раздражает то, что я быстро упираюсь здесь в потолок и не могу пройти. Особенно не могу пройти, вот знаете, вот этих вот. Только в экспедиции. Вот они прям меня вымораживают. Когда они вместе с колодой листочков, когда вот этот вот баф прыгает с одного на другого, я просто не могу. Меня так горит, что я не могу их победить. И с этим возникают проблемы, конечно. Я насчет новой игры Real Magnat, ты ответил, что поздно заходить. Ну важно сказать, что есть Магнат. Есть Монополия, есть Real Magnat старый, и, видимо, про новый ты говоришь, но там я не подскажу. Я сейчас запишу себе. Real Magnat. Новый. Я запишу себе, я обязательно посмотрю. Ребят, повторюсь, сейчас я извиняюсь перед вами за то, что я не могу ответить более детально на некоторые ваши вопросы касаемо новых проектов, потому что сейчас очень много работы у меня. Я изучаю один проект, потом я смотрю, уже вышел другой, я начинаю его изучать, и вот так вот я прыгаю, бегаю. Вот самые интересные, которые, по моему мнению, зацепили взгляд, вот так вот, скажем так, я вам сказал сегодня в начале стрима, да, это 3 проекта. Особенно рекомендую присмотреться к проекте, который на Ваксе. Вот присмотритесь к нему, мне кажется, это будет что-то интересное. Так. Гео, что скажешь про обновление Medium Rare Potato? Слушай, я не изучал. Давайте посмотрим, что там у потатосов. Potato. Слушай, я бы, если они там что-то изменили, я бы с радостью бы сделал для них видосик. С радостью. Если кто-то сидит там в чате, скажите, что Гео готов сделать видос. Ну, я имею в виду в чате Medium Rare Potato. Потому что к проекту, как там МРП, да? Очень хорошо отношусь к создателям проекта, очень хорошо отношусь к самому проекту, но очевидно просто было, что там есть проблемы. Я не мог про них не сказать, кто-то там на меня обиделся, кто-то не обиделся, это уже на ваше усмотрение. Я сказал то, что считаю нужным, и то, как я действительно думал. По поводу обновления я не изучал, но тут какой-то новый токен появился, я так понимаю, который тоже сразу свалился. Объем продаж здесь 147 баксов. Слушай, я не знаю, в любом случае, если они хотят, если они все-таки решили оставить этот проект и пытаться его возродить, они будут вынуждены будут для того, чтобы его возродить, маркетинг им очень нужен. И по большей части, мне кажется, еще изначально, когда они выходили, маркетинга им немножко не хватило. Нужно было больше потратить средств именно на то, чтобы закупить рекламу и так далее, и так далее, и так далее. Если они хотят возвратить его, им понадобится
в 2-3 раза больше денег на маркетинг, потому что мы в медвежке. Алло, ребят, вам придется тратить деньги на маркетинг, если вы хотите вернуть эту игру. Либо же такой вариант, что они просто будут ее делать, скажем так, меньшими вложениями в маркетинг, но они будут это делать игру, как вот тот же On Mars, да, то есть нужно будет играть, и потом когда-то уже будут у тебя награды, будет какой-то профит. Если так, то окей, без проблем я буду в эту игру играть. Но сейчас покупать какие-то NFT-шки, я вот хотел посмотреть, что у нас здесь по объему продаж у нас, ну вот обновление. Изменило ли оно как-то объем продаж? За 24 часа $460. Давай посмотрим за месяц, как у нас 2 за 2, ладно. Менялось ли здесь что-то? Ну, динамика отрицательная пока. Пока отрицательная динамика. Каких-то причин для того, чтобы сейчас возвращаться в Medium Rare Potato, я пока не вижу. Если только вы не супер сильно верите в этот проект, чтобы закупиться на лоях, только тогда. Сколько здесь было? Ну вот, здесь хороший объем был. 9.05. Насколько я помню, самый большой объем сделал я этому проекту. Вот это вот всплеск, по-моему, это выход моего видео. Вот он, нет, вот. $40 тысяч. После того, как мое видео вышло, можете даже даты посмотреть, сравнить и посмотреть время покупки NFT вот этого объема и время выхода моего видео. Вот, но я буду рад, если этот проект вернется, сам в нем с радостью поучаствую. Так, Кантина Роял. Давайте посмотрим, наверное. Так, давайте, знаете, что сделаем? Я обещал вам розыгрыш NFT, как бы мы его замутили бы. Хочется, чтобы все приняли участие как-то. Ладно, давайте посмотрим. Я обещал вам то, что посмотрю ваши проекты, которые вы будете писать. Так, во-первых, я гляну сейчас, сколько у нас человек на стриме. Сейчас мы что-нибудь придумаем. 114 человек. Блин, ну много так, если... Можно классический розыгрыш, конечно, сделать, который я делал раньше. Каждый стрим. Так, давайте посмотрим. Так, человек здесь писал. Секунду. В Генопец будешь залетать? Скоро запуск заработка стартует? Наверное, нет. Наверное, нет. Скорее всего, не буду. Потому что очень напоминает мне это кое-что. Я думаю, старички понимают, о чем я говорю. Сделай обучающее видео, как ты ищешь, анализируешь проекты для новичков. Да надо, я все думал. Ну, как я ищу проекты, я вам показывал. Есть несколько видео на канале, как искать, где искать и так далее. На стриме будешь заходить в проект на Вакс? Во. Спасибо, что напомнили. Давайте глянем. Давайте глянем. Хорошо, что сказал. Спасибо. Посмотрим вот этот проект, да? PlayForge, Play Now, логин, create account, email. Так, сохранить. Как попадать на арену? Привязать кошелек в профиле, купить любой ген, скачать... Ой, тут скачивать лаунчер еще можно. Ну, давайте NFT-шку мы купим. Какую-нибудь. Они сейчас немного стоят. В Форге, да? Блин, а вот скачивать лаунчер, это, конечно... Связать кошелек. Давайте свяжем. Ну, сейчас попробую. Я не знаю, сколько он весит. Я надеюсь, там не 1 000 000 гигабайтов. Скачать лаунчер. Вот, ну вот, а что они не сделали? Что они не сделали ссылку на лаунчер? Вот как? Где она? Как-то нехорошо получается. Мне это не нравится. Так, что здесь у нас есть? А что у нас самое дешевое? Самое новое.
Ну, давайте вот этот купим за $1. Пушку эту. Окей, так, и теперь нам что нужно? Нам нужно найти, где здесь лаунчер. Играю, чтобы заработать. Так, это не то. Да, они рассказывают про обновление. Где лаунчер? NFT Hive, это понятно, все, да. Скачать программу запуска. Так, есть. Ну, сейчас она стоит. Весит, ну, около 60 мегабайт, но очевидно, что там, скорее всего, будет еще какое-то обновление, если это прям лаунчер, да, если это не игра, а именно лаунчер. Да, ну сейчас попробуем, посмотрим. Интересно затестить, посмотреть, как будет выглядеть графика. В общем, сейчас посмотрим. Раз уж мы начали. Так, а что это за фигня? Система Windows защитила вас. Не понял. Выполнить в любом случае. Так. Слушайте, ну лаунчер выглядит, кстати, симпатично. Симпатично, так. Сейчас, ребят, я здесь все поднастрою. Да, продолжить. Так, ну скачивается. Так, давайте пока скачивается. Посмотрим проекты, которые вы писали. Давайте глянем. Пожалуйста, поставьте лайк, если вы этого еще не сделали. Пожалуйста. А будешь сегодня заходить в дроп Anti Realms? Нет, не буду. Play Poseidon, ребят, уже смотрели на стримах. На прошлых стримах смотрели. Привет, не кажется ли тебе проект Pokemon Fi копия из камины Покемоне? Да, есть немножко такое. Есть такое. Похоже. Согласен с тобой. Раз вот ты говорил про азиатские игры, надо про Дарика, которые приходят. Нет, я говорю вообще про игры, то что сейчас очень много. Короче, скажу как есть. Просто есть игры, которые были недоступны для наших регионов. Блокчейн-игры. И сейчас они стали доступны в регионе. Вот, к примеру, недавно совсем я увидел проект, который сейчас в Японии занимает топ-1 место. В Японии именно. Там они так написали. Действительно, очень хороший объем продаж, очень хороший маркетинг, очень сильные партнеры. И они вот заходят на наш рынок, теперь мы тоже можем поиграть в эти игры. А сейчас я не буду говорить название этих проектов, потому что, скорее всего, я буду снимать про них видео. Сейчас вообще очень много видео планирую сделать. Сейчас очень, прям море контента вас ждет в ближайший месяц. И, собственно, на самом деле, что это означает? Это означает то, что лето заканчивается, ребят. Я вам говорил много раз то, что Play to Earn сфера — это сфера сезона. И сейчас сезон, когда все спали, заканчивается. Сейчас начинается сезон расцвета. Ближе к осени будет очень много разных интересных проектов. И сейчас уже август, да, мы подходим к середине августа уже. И, конечно, сейчас уже игры начинают выходить. Они начинают, скажем так, как подснежники из-под снега вылазить. И показывать себя. Поэтому сейчас в ближайшее время будет очень много, будет куда вложиться, поэтому не спешите там куда-то деньги свои там инвестировать. Будет много всего интересного, поэтому распределите свой банк так, чтобы вы смогли зайти в 3-4 качественных проекта, нежели там в какие-то скамины закладывать там какие-то деньги, пытаться какие-то иксы сделать. Качественные проекты в любом случае будут, просто нужно будет их идентифицировать, да, что именно этот проект качественный, а не какой-то другой, и сидеть уже в них зарабатывать, потому что осень у нас обычно самая продуктивная в сфере Play to Earn. По прошлому году могу сказать, что на осени прошлого года, вот конец августа, начало осени были просто колоссальные деньги сделаны. Просто колоссальные. Можно было себе купить квартиру, машину, квартиру родителям, и у тебя еще останется там съездить куда-то. Если точная дата выхода проекта... Нет, у меня точной даты нет, не могу сказать. К сожалению. Сори.
Apex Conquest на Ваксе вроде неплохо качает. Да, слушай, я очень много играл в Apex, но я играл не на компьютере, я на PlayStation играл. У меня друг есть, мы обычно, ну, созванивались и прям залипали очень долго в нее. Там могли часами катать катки, в рейтинге там залетали. И если такое будет на Ваксе, это будет прям для меня сладость просто. Я тоже здесь, наверное, зависну на долгое время. Ты в Софтерс в ТГ заходишь чаты почитать? Софтерс? Да нет, наверное. Нет, не захожу. А что там, про меня что-то пишут опять? Но если нужно будет, если что-то серьезное, зайду. Почитаю. Так, Кантина Роял. Давай посмотрим. Так. Кантина. Роял NFT. Куки везде эти спрашивают. Так, что у нас здесь? Battle Royale. Понятно. Battle Royale. Что-то меня не подгружает как-то. А сюда точно без VPN нужно заходить. Потому что что-то у меня очень плохо грузит. Оптимизация у сайта такая себе. Возможно, конечно, это только у меня. Давайте посмотрим. О, ну это прикольно, слушай. Это классно. Это а-ля Бравл Старс, опять же. А-ля Ветан Арена. Вот это вот все. Но, скорее всего, это будет на мобилках. Я не думаю, что это будет прям на компе. На компе, скорее всего, будет возможность играть. Но по большей части, скорее всего, они ориентированы на мобильные устройства. Блин, ну я не могу. Не грузит сайт, смотри. Все, конечно, красиво, но грузит плохо пока. Я так запишу этот проектик. Надо будет его более детально изучить. Так. Блин, у меня здесь уже такой список, я не знаю просто, когда все это сидеть, изучать, смотреть, тестировать, просто времени не хватит. Уже нужно какую-то, наверное, команду собирать, людей, которые будут помогать мне. Я не знаю. Так. А она уже запустилась или нет? Погоди-ка, погоди-ка. А при чем здесь Bored Ape? Или это клон Bored Ape? Или они сделали NFT? Короче, нужно изучать здесь будет. Тут, так, партнеры. Криптоком, это хорошо. EGLD GG тоже хорошо. Кстати, EGLD молодцы. Молодцы ребята. И в какой-то момент даже токен EGLD, ну, во-первых, кто не знает, токен EGLD очень часто трейдеры трейдят, чисто спекулятивно. И бывало такое, что из-за всяких новостей, всяких игр он просто пампился. Поэтому это круто. Это здорово, что здесь есть EGLD, но больше я здесь, в принципе, мало кого знаю на самом-то деле. Криптоком знаю, EGLD знаю, Good Games я слышал, но не часто его видел. Skynet, EGLD Capital, это, ну, EGLD то же самое практически, просто немножко другая сфера, и все, больше я здесь не знаю. Ну я понял. Слушай, ну сказать какое-то мнение я сейчас очевидно я не смогу, потому что это все нужно изучать. И я так понял, раз здесь есть IGO, значит они еще не вышли, скорее всего. И она уже закончилась. Это тактический аркадный шутер с видом сверху, в котором представлены как одиночные, так и напряженные многопользовательские онлайн-сражения. Уникальный игровой опыт. Ну да, iOS, Android, Windows, macOS. Ну, пока, я так понимаю, потестировать все это дело нельзя. Но буду смотреть. Спасибо, то, что за наводочку. Спасибо, буду смотреть. Если будет
если мне покажется интересным, то, разумеется, видео на канале будет. Просто, ребят, сейчас реально очень большой список того, что нужно сделать и выложить на канал. И я просто стараюсь это делать в приоритете, да, вот, допустим, сейчас для меня важно, принципиально важно сделать видео о том, как получать дополнительные ваксы и зарабатывать хорошие деньги на пассиве, потому что я просто посмотрел русскоязычный YouTube, этого видео нигде нету. И, конечно, мне хочется быть первым и дать эту важную, интересную, полезную информацию для вас первым. Поэтому я сейчас ориентируюсь на это. После этого уже буду переходить к проектам и тоже буду по степени важности и, наверное, по степени их выхода. То есть, если в проект можно зайти сейчас, то сначала сниму видео про него. Если проект выйдет через неделю, то он следующий будет на очереди и так далее. Завтра бета и посмотри на цены NFT Кантия. Завтра бета уже. Открытая или закрытая бета? Если открытая, я бы поучаствовал, конечно. Я бы с радостью поучаствовал. Кто-нибудь играет Colonize Mars? Капец, здесь есть еще люди, которые... Я не знаю. Знаете, ребят, без обид, вот сейчас, без какого-то негатива, есть люди, которые очень любят токен Ripple, есть люди, которые очень любят токен Dash, да, и в NFT-сфере есть такие люди, которые очень любят Colonize Mars. Я не знаю, с чем это связано. Просто для меня это феномен. Будешь сегодня заходить в дроп Ancient Realms? Я уже сказал, ребят, что нет, я в дроп заходить не буду. На каких играх сейчас можно заработать? У меня есть видео на канале на этот счет, ребят. Так, давайте, знаете что? Скачалось же, наверное. Блин, я забыл, уже хотел стрим заканчивать. Нет, не скачалось, только 40%. Блин, я не уверен, что уже стрим час идет, хотел в 30 минут уложиться, конечно. Слушайте, ну раз она так долго грузится, значит, очевидно здесь... Ну, неспроста это. И я уже зашел, здесь уже, я так понимаю, можно играть, потому что я уже вижу таблицу плееров, да. Здесь есть люди, вот у кого-то здесь 377 игр. Ник Ябидабиду. Процент выигрыша и 66%. 7850 убийств у него. 2768 ассистов. То есть играть здесь уже можно. Нужно, чтобы она скачалась. Давайте пока сообразим розыгрыш. Что-нибудь. Давайте, знаете, что сделаем? Что сделаем? Сейчас я зайду на Donation Alerts. Поставлю сюда минимальную оплату. И вы, короче, сделаем классический розыгрыш, как мы делали это раньше. Поставлю там донат 5 рублей или 10 рублей. Короче, самый маленький. И разыграем 5 NFT-шек вот этого шутера, который я сейчас скачиваю. Вот так вот мы поступим. То есть вы сейчас, у вас будет возможность задонатить минимальную сумму. Сейчас я сделаю настройки. Господи, как я сюда давно не заходил, вы знали. Делать это позже. Господи, вспомнить бы, как это все делать. Так, сделать позже. Это нафиг не нужно. Сколько здесь всего лишнего сделано? Так, это, по-моему, в истории баланса. Нет. Основные настройки, имя аккаунта. Секретный токен нам не нужно. Страница отправки сообщений. Вот, нашел. Так, рубль. Ставим 10 рублей. Так, все. Сохранить. Все, смотрите, ребят. Значит, заходите. В описании под этим видео донатите 10 рублей. И обязательно условие. Нужно в описании к донату скинуть ваш вакс кошелек. Давайте, у вас есть там, не знаю, 15-20 минут. Поскидываете, и из этих кошельков я потом их просто в списочек возьму, как обычно, и разыграю 5 NFT-шек из вот этого проекта. Эти NFT-шки будут, однозначно стоить дороже, чем 10 рублей, которые вы задонатите. Просто так намного удобнее, потому что путем, я не знаю, как сказать, путем опыта
я выявил, что такой розыгрыш будет самый удобный для меня и самый быстрый. Потому что раньше каждый стрим мы делали именно так разыгрывали. Вот, давайте я сейчас накуплю этих NFT-шек для вас, 5 штучек, и разыграю. А что тут в кейсах, кстати? Давайте посмотрим. Что здесь в кейсах? А, это скины. Скины в коллаборации с Green Rabbit. Green Rabbit, кто не знает, у меня есть тоже видео на канале. Это очень старенький проект, о котором я тоже записывал видеоролик. Так, это что у нас? Давайте купим. Такую вот купим. Пушечку для вас. Такую. Что здесь еще есть? Я вот не очень понимаю. Единственное, что это скины или это именно оружие? Потому что где-то здесь, по-моему, скины, а где-то оружие. Вот эту возьмем. Вот эту возьмем. Еще одну какую-то. О, здесь они вообще дешевые. Давайте еще тогда возьмем, чтобы побольше людей выиграло. Вот это тоже купим для вас. Это все для вас, ребят. Как это сделать, что жмакать? В описании под роликом есть ссылка на Donation Alert. Заходите туда, донатите 10 рублей или больше, сколько хотите, донатите, минималка 10 рублей. В описании к донату обязательно, самое важное, обязательно вставляете свой вакс кошелек. Все, это все, что вам нужно сделать. Розыгрыш будет прямо сейчас, то есть в режиме реального времени, спустя 10-15 минут вы узнаете, победили вы или нет. Если вы победили, то в прямом эфире я также вам отправляю этот подарок. Я надеюсь, что победят все. Потому что... Потому что... Просто если так донатите, ребят, то смотрите. В чем здесь суть, короче. Вот, allgr.vam. Кибериван. Вот так вот пишите. Свой кошелек Вакс. Вот, видите, да. Все правильно делаете. Интересно, а сколько у меня здесь за все время? Это за год. А за все время нельзя посмотреть? Что я помню здесь. Статистика, интересно. Блин, где посмотреть статистику? А, можно выплатить. Когда-то мне донатили очень много. Ну вот здесь 11 тысяч рублей у меня было. Вот это 5, 4, 2. Сейчас, потому что мы розыгрыш не проводим уже, ну, ежедневно. Вернее, не ежедневно, а ежестримно. Если мы розыгрыш не проводим, обычно не донатят. Так, сейчас посмотрим, скачалось оно или нет. 70%, ребят, 70%. И будем тестить все это дело. Я надеюсь, OBS меня не подведет, потому что, если честно, я не выставлял кадры в секунду там. А это вообще что такое? Вы видели? На Ваксе что есть? Кошмар. Вот дают. Еще и комиссия 10%. Такс. Я так понимаю, чатик замолчал, потому что все пошли участвовать в конкурсе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 человек пока. 7 человек, давайте. Заявочки будем принимать до 18:15. Раз уж мы затянули стрим, то черт с ним. Удачных проектов. Спасибо большое. Так. А пока, давайте, пока вы подаете заявку на участие в конкурсе, я отыграю в Эра 7.
Посмотрим сейчас, затащим мы или нет. Кстати, я уже сделал выводов 5, наверное, с R7. Поэтому вот не залетаю ни в какие рейтинги. Особо не парюсь, просто играю в свое удовольствие, там, не знаю, раз там в 3, в 4 дня вывожу там 10, 15, 20 долларов. То есть без напряга, без всего. Вообще просто на кайфе просто. Так, ну, енота нам нужно задефать. Хоть как-то. Ну, конечно, конечно. Так, давай тогда енота мы поставим сюда. Сразу задефаем. Угу. Значит, скорее всего, раз он дефает эту штуку, скорее всего, он сейчас будет ее всячески усилять. Пока терпимо, то, что она 1 урон всего наносит. Но... Ну вот, да. Он ставит баф сюда, чтобы она потом перекинула на вот эту штуку. Нужно ждать штуку по области, наверное. Вернее, не по области, а точечно, чтобы убить ее. Ну, в принципе, мы и так, наверное, затащим. Вот так вот, да, можно будет ее убить, если что. Так, нет, давай сюда поставим. Ну все, по идее, мы выиграли здесь. Еще не окупился? В R7 окупился уже давно. Уже давно. У меня чистый профит отсюда идет. Я ж поэтому и не парюсь. У меня нету такого, что я прям сижу здесь. Я просто играю в удовольствие, потому что я уже окупился, я уже заработал какие-то деньги. Небольшие, конечно, но почему нет? Что за игра Forge Gen? Дайте ссылку. Ссылку. Да просто введи на Atomic Hub. Вот тут введи Forge Gen, и оно будет. Давайте, ребят, у вас еще 4 минуты. И начинаю розыгрыш. Давайте как раз вот этот матч я отыграю. И будем уже смотреть, кто там и что выиграл. Так, ну тут я пожертвую, наверное, вот этой собачкой. Хотя нет, я не буду жертвовать ей. Так вот сделаем. Так. Пока все складывается неплохо. Пока здесь все у нас хорошо. Аноним, аноним, аноним. Ура, старые добрые розыгрыши. О, здесь алды есть, которые помнят эти розыгрыши. Надо будет вернуть эту традицию. Проводить почаще эти розыгрыши, потому что так и, ну, скажем так, аудитория больше вовлекается, больше интереса к стриму, и вообще интересно получить какой-то подарок, да, если такая возможность есть. Потому что часто, вспомните, ну, я думаю, опять же, много новеньких, но старички помнят, бывало такое, что просто я всем скидывал, вот всем, кто там подал заявку на участие в розыгрыше, я просто брал и всем скидывал, не было проигравших. Это был не розыгрыш, это просто была раздача NFT. Вот такой вот я раньше делал. Ну вот. Разменялись. Правда, не совсем равнозначный обмен вышел. Но я думаю, мы здесь выиграли уже. Все, да. Это наша победа. Олды тут. О, Слава К. Я помню Славу К. По никам я помню некоторых олдов. Помню Изи. Помню вот Слава К. Потом кого я еще помню. Кстати, я не знаю, можно ли это говорить. Но создатель Medium Rare Potato — это один из самых старых зрителей, который мне в какое-то время просто очень часто донатил. Очень часто мне донатил, и на этом фоне мы общались, там потом в Телеграме списывались, там у нас были
У него вопросы были, у меня бывало к нему вопросы, он меня выручал, я его выручал и так далее. Так. Спасибо за контент. Да, пожалуйста, без проблем. Так, давайте, минутка еще, и все. И все. Ну да, тут пока еще разобраться, еще найти, как пополнять. Как раз время уйдет, ладно, уже в другой раз. Ну, да, в другой раз. Я думаю, в следующем на следующем стриме обязательно проведу еще такой же розыгрыш, только напомните мне. Напомните, обязательно проведу, вообще никаких проблем нету. Ребят, значит, скачалось 96%. Я так понимаю, эта игрушка весит много. Не могу пока сказать сколько, потому что здесь не отображается, сколько она весит. Вот. Но, видимо, там что-то действительно интересное. Раз такое дело. Так, давайте потихонечку я буду делать список. Нет. А как у меня... Сейчас открыть с помощью... Вот. Notepad. У меня даже специально есть блокнот для розыгрышей. Все, я собираю вас. Чтобы вы видели, что я опять никого не пропускаю. Давайте я сейчас отключу микрофон. При вас соберу всех победителей, да, не всех участников и начнем розыгрыш. Так, ну все, собрал всех. Клаудгео, рассматривал ли ты проект Драгома? Как раз мы на стриме о нем говорили. Так, теперь мы заходим в генератор. Я вывожу, как всегда. Ну, не как всегда, конечно. А как раньше. Так, захват окна. Ноутпад. Вот так вот я поставлю. Вот все участники. Вот они все. Значит, у нас 24 человека. Поехали. Так, я сейчас зайду пока сюда. 10 число, да? 10 ставлю плюсик. Отправляю. Значит, если попадает, опять же, это число, мы просто берем человека сверху. Ну, короче, старички помнят все, как это делается. А новички просто поверьте, что здесь все честно. 19. Так, все, всем в прямом эфире всем все отправляю. Чтобы, опять же, вопросов ко мне потом никаких не было. Двадцать. Двадцать три.
24. Что-то как-то он будто по списку идет. Странно, ну ладно. Так. 8. Ой, а что-то тут надонатил человек. Я что-то даже не посмотрел, что это одно и то же. Странно. Ну ладно. Тогда 7 берем. Тогда 7 берем. Мой косяк. Либо человек надонатил несколько раз, либо я просто несколько раз скопировал, вставил его. 10. Новое число. 18. У меня 18 числа день рождения. Это было, значит, берем человека сверху. 16. Так, все, это последний был. Собственно, все. Собственно, все. Одну себе я оставляю для того, чтобы сейчас играть. Так, захват окна, это мы убираем. Так, смотрим, скачалось у нас или нет. Скачалось. Так, теперь очень важно, нужно сделать вот так вот, наверное. Так, поставьте плюсик, пожалуйста, ребят, если все видно. Так, что здесь можно? Ну, слушайте, ну это полноценный шутер. Тут даже добавить нечего. Бегать можно быстрее, садиться, прыгать. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если все видно. Единственное, что... Единственное, что здесь нужно настроить... Ну да. Во-первых, привыкнуть нужно. Еще нужно настроить... Блин, как она называется? Мышку, короче. Мышку нужно настроить, потому что она слишком медленно. Хедшот есть. Перезаряжаемся. Слушайте, ну блин, здесь можно залипнуть надолго. Реально можно надолго залипнуть. Я, конечно, не супер крутой в шутерах. Поэтому, если будут какие-то фейлы, вот такие вот фейлы, то извиняйте. Извиняйте. Так, а что еще здесь есть? Какие-то... Снайперка есть. Давай поиграем со снайперкой. Ой, с ней он бегает медленно. Ну, попробуем. Ну, скажем так, ребят, я не могу сказать, что это прям супер крутая игра. Она мне чем-то напоминает по геймплею, по ощущению, по своему ощущению Quake 3 или Quake 4. То есть, знаете, такие старенькие шутеры, которые олдскульные, и вот как-то не чувствуется особо веса оружия, не чувствуется прям стрельба, но прикольно. Прикольно, интересно. Кто в меня стрелял здесь? Со спины. Так, а что здесь еще есть? Смотрите, здесь классное, много всяких пушек. Я так понимаю, то, что я купил, здесь разные снайперки есть. Давайте купим эту. С ней он быстрее, по-моему, бегает. То, что мы покупали, это, скорее всего, скины для этой игры. То есть а-ля CSGO. И, типа, здесь есть, наверное, редкие скины, а есть нередкие скины. Что-то непонятно, кто кого убил. Ну ладно. Что за игра? Это что заработком? Мы только сейчас ее тестируем. Это игра на Ваксе. Игра на Ваксе. Посмотри стрим. Я про нее рассказал. И даже скидал ссылочку в чат на giveaway от этой игры. Напомню, ребят, да, что здесь в игре сейчас есть giveaway от разрабов. Я кидал ссылку в чат. Либо же эту ссылку вы можете найти в дискорде Вакса.
Вот как он так быстрее меня? Но здесь, мне кажется, читы очень просто сделать под эту игру всю. Давайте попробуем с какой-нибудь другой пушкой побегать. Вот с этой. У меня денег нет, нужно еще подкопить. Здесь, я так понимаю, разные карты есть. Опять же, турнирная таблица. Ну, не турнирная, статистическая таблица. Блин, прицел здесь, конечно, ужасно неудобный. Ужасно неудобный. Да. Ну так вот, если здесь действительно по доходу будет что-то нормальное, играть однозначно будет смысл, и это будет интересно. Какую-то свою команду сделать, с друзьями играть, это будет прикольно. Слушай, я прям давно в шутеры не играл, особенно на компьютере. Я в основном на компе играю только в MMORPG. Поэтому непривычно, конечно. Так, ну давайте сейчас меня убьют, попробуем еще одно оружие. Другое какое-нибудь. Вот я со снайперкой только бегаю здесь. И будем, наверное, закругляться со стримом, потому что, блин, стрим хотел полчаса сделать, он выходит, наверное, больше, чем 1,5 часа. И сори, что сейчас чат не читаю, потому что, короче. Не успел. Карта, конечно, такая себе. Да, это не я забрал. Так, сейчас нельзя ничего купить, да? Нужно умереть. Давайте попробуем умереть. Я не могу загуглить их, и сайт найти, и т.г. их не выходит. На Atomic Hub веди. Зайди в... на Marketplace зайди, да, и... Ух ты. И веди Forge. Forge, короче, сейчас я покажу. Вот так вот. Вот она, forge.gen. Так, ну все, сейчас пробуем эту пушку и будем закругляться. Ох, тут отдача. Ну, кстати, мы выигрываем. Cloud Geo, убийств 7, смертей 7. Ассистов 1. Ну, такая себе статистика у меня, короче. Походу, я якорь в этой команде. Интересно, до скольки здесь идет счет? Ну ладно. Собственно, так, а что здесь можно? Текстура. Все на ультрах стоит, я так понимаю, да? Ну да. Ну, в общем-то, полноценная игрушка. Не скажу, что она прям супер современная по графике. Да. Но, тем не менее, как для игры на ваксе, на блокчейне, с NFT, я думаю, оно того стоит. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Капсулы, баджики. Но я так понимаю, здесь какие-то тоже сезоны есть, скорее всего. Вот узнать бы еще, есть ли токен у этого проекта. И тогда уже можно будет более детально там что-то анализировать, понимать по этому проекту. Но опять же, я буду проводить более детальный анализ. Это просто мы сейчас щупаем эту игру для того, чтобы посмотреть, что она себя представляет. Поэтому, опять же, работы у меня еще много, куча всего придется смотреть. Поэтому вон, народ уже начал потихоньку уходить. Будем закругляться с этим стримом. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что участвовали в розыгрыше. И всем хорошей, продуктивной недели. Я надеюсь, что у вас все в порядке с вашими банками и так далее. Гео играет в Deathmatch. В Дискорде канале играют компетив. Там совсем другие ощущения. Ну вот.
Видите, как, ребят. Будем знать. Все, ребят, всех обнимаю, всем удачи, всем пока, всем хорошего выходного и хорошей недели. Все, всем пока.